Друзья, приветствую вас! Это утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят, а также что ожидать на открытии российской фондовой площадки по движениям доллара, нефти, золота, рубля и других ключевых активов. Начнем с календаря. Сегодня продолжаются праздники День Благодарения в США. Вчера был выходной, сегодня американская биржа имеет короткий день работы, поэтому тоже обороты будут снижены. Из макростатистики сегодня никаких особых событий не ожидается. Все перенесено на следующую неделю. Так, давайте посмотрим, что по Америке. Трамп сделал очередное заявление, что если выборщики, коллегия выборщиков, который будет заседать в середине декабря, большинством голосов примет решение или подтвердит, как там это называется, что Байден президент, он согласится, передаст властные полномочия без вопросов. Но при этом все равно типа обманули, нечестно прошли выборы. Но я думаю, здесь все, ситуация вышла на финишную прямую, и в середине декабря подтвердится переход власти к Байдену и его команде. Не думаю, что здесь какие-то заковырки или проблемы возникнут. Так, далее. Промышленность Китая показывает восхитительный рост, самый большой за 9 лет. Можно порадоваться за Китай, но есть здесь два момента. Первый момент заключается в том, что растет дебиторка. Это в любой момент может оказать негативное воздействие на баланс предприятий. И второй момент. Китайские товары идут во весь остальной мир. Соответственно, если идет спад из-за эпидемии или из-за падения доходов, вызванных эпидемией, то спрос этот будет падать, и, соответственно, китайские товары будут затоваривать китайские заводы. И это приведет к коллапсу Китая. Так, далее, вот по Мексике. Мексика тоже развивающаяся страна, тоже сильно зависит от нефти. Вот, здесь пророчат существенное восстановление, но есть один очень негативный момент. В Мексике правительство отказывается предоставлять помощь гражданам, и кроме того растет расслоение между богатыми и бедными. Когда такое расслоение растет, это приводит к тому, что в стране создается революционная ситуация. Так, коронавирусные дела. Во всем мире, что примечательно, пошел спад новых случаев. Это достаточно позитивный момент. Я предполагал, что с наступлением зимы, морозов, декабря месяца спад все-таки возникнет. Далее. Соединенные Штаты. Также наблюдается спад новых случаев. Россия. Спад новых случаев, но по крайней мере рост вышел на плато. То же самое касается и европейских стран. Но это достаточно позитивный момент. Я думаю, все-таки с наступлением холодов, зимы мы увидим сначала стабилизацию, потом, по идее, должно быть проседание роста новых случаев. Такое движение позитивно для мировой экономики. Европа и Великобритания планируют перезапустить переговоры по поводу Брексита. Но с моей точки зрения это вообще не самая, скажем так, удачная идея была Brexit. И я думаю, в самое ближайшее время и вообще в более или менее долгосрочной перспективе англичане поймут, что эта мера, она была совершенно не нужна. Она привела к тому, что они больше потеряли, чем получили. Так, далее индекс Baltic Dry, стоимость морского фрахта, пытается он начать восстанавливаться после вот этой существенной просадки, пока не очень успешно. Вот. Если в ближайшее время, в ближайшую неделю-две не заползем на 1250, то вот это движение, оно продолжится на 700-800, и это будет говорить о негативных перспективах мировой экономики. Но есть такой момент, связан с тем, что идет падение, по крайней мере стабилизация новых случаев эпидемии ковида выявленных. Соответственно, это вполне может привести к тому, что мировая экономика стабилизируется и начнет постепенно расти. Друзья, засыпали меня вопросами по поводу криптовалют, что будет, что делать. Вот вчера в телеграм-канале давал свое видение по поводу эфириума. Вот я считаю, ситуация не изменилась. Все, что я здесь написал, оно остается в силе. По поводу биткоина хотел добавить, у него демаркационная линия это 15 тысяч. Если 15 тысяч пробивается, считайте, что все, выпустили пар и пойдет снижение. Но на текущий момент то, что мы наблюдали по крипте, это скорее всего
просто временная коррекция. В том случае, если будут пробиты ключевые уровни, по крайней мере по биткоину и эфириуму, тогда мы увидим действительно сдутие пузыря и обвальное падение. Но на текущий момент признаков того, что все, ужас, пропало, идем на 3000 по биткоину и на 99 по эфириуму, таких признаков я не наблюдаю. Давайте посмотрим позиции Форекс ММВБ, что нас ожидает на открытии российской площадки. Так, фьючерс на индекс РТС, но здесь боковик, все глухо. По Сберу, здесь делают ставку на отскок и рост Сбербанка. Газпром, здесь тоже ставка на то, что акции Газпром отскочат и будут расти. Норникель, здесь ожидание боковика. Доллар-рубль фьючерс, но здесь больше срезали лонгов, но ситуация с моей точки зрения достаточно мутная. Поэтому скорее всего ожидают, что будет боковик. Евро-рубль, а вот здесь ситуация совсем другая. Ждут, что евро будет расти к рублю, причем достаточно ощутимо. Евро-доллар, здесь ожидание на то, что евро к доллару будет падать. Британский паунд к доллару, здесь ожидание на просадку курса британского паунда. Нефть. Ну здесь, в общем-то, судя по всему, ждут боковик, но скорее всего движение будет к нижней границе. Серебро. Здесь ставка на ожидание просадки серебра. Золото. Здесь тоже ожидание, что золото будет проседать. Природный газ. Здесь ставка на проседание. Нет, здесь на рост. Режут шорты, соответственно, ожидают, что по природному газу будет рост. Так, друзья, давайте графиком. Китайский фондовый рынок CSI 300 здесь открылись с гэпом, с ростом, но, судя по всему, закрытие будет в плюсе, но по сути это нахождение вот в этом боковике. Если посмотрим недельный таймфрейм, одна свеча неделя, то здесь у нас идет рост, который пока на текущий момент не завершился. Идут попытки разворота отката, которые на текущий момент пока что ни к чему не привели. Китайские компании показывают отличную прибыль за 9 лет, и поэтому пузырь надувает. Так, далее дневной таймфрейм по Китаю, но здесь, судя по всему, влияние на российский рынок при таком раскладе будет минимальным. Далее SFD на фьючерс S&P, дневной таймфрейм. Ну смотрите, здесь боковик, все это хозяйство увязло в боковике. Вот. И сегодня, я думаю, высока вероятность того, что движение будет в диапазоне 3610-3650. Вот здесь вот мы и будем колобродить. Вот. В том случае, если все-таки будет пробой 3610-3600, это будет не очень хорошо, но с учетом того, что сегодня праздник, можем какое-то время здесь поболтаться. И в понедельник, я думаю, наиболее вероятно будет подтяжка и движение вот здесь вот в этой консолидации. Если все-таки на сегодня мы 3600 пробиваем, то тогда наиболее вероятно, что на следующей неделе у нас развивается движение с целью потестить 3550. Но, я думаю, с учетом праздников, скорее всего, мы здесь где-то болтаться и будем. Так, друзья, далее индекс доллара, дневной таймфрейм. Но у нас здесь все движение идет вблизи вот этого дна. 91.85. Я думаю, сегодня, поскольку пятница уже и активность снижена из-за Дня Благодарения, движение у нас будет вот в этом диапазоне. Вероятность того, что будет пробой 91.85 и уход вниз, она не очень велика. Равно как и существенный рост индекса доллара, я думаю, сегодня маловероятен. 92.17 будет, я думаю, наиболее вероятно сегодня верхней планкой. Так, друзья, далее нефть Brent. Ну, смотрите, по дневке у нас, по сути, разворотная формация такая получается. И при неблагоприятном раскладе мы отсюда начинаем пикировать. И цель движения будет 43,6, как минимум. Соответственно, вот это движение развивается в случае пробоя диапазона 47,5-47. Пока такого не происходит. И сейчас мы будем наблюдать консолидацию, попытку закрепления в указанных рамках. Так, далее переходим к часовому таймфрейму. Что мы здесь видим? Ну вот смотрите, опять же 47,5. Он здесь выступает как такой мощный удерживающий уровень. Поэтому если мы в течение первой половины дня его не колем, не пробиваем, то у нас отсюда зарождается отскок. И цель этого отскока повторное движение на 49. Вот. Этот отскок пойдет после того, как
здесь будет движение к верхней границе и пробой 48.15. Пробой 48.15 уведет сразу движение на 49. Если все-таки идем вниз и пробиваем 47,5, то может развиться как минимум короткий задерг, цель которого будет движение вот сюда, вот 46.28. Вот. И если оперативно не будет подтягивания и ухода на 47,5, то это движение рискует превратиться в штопор и очень сильную просадку по нефти. Обращая внимание, на текущий момент никаких сигналов на просадку нефти нету. Боковик вот в этом диапазоне 47,5, 48,65 наиболее вероятное движение цены сегодня в течение дня. Так, друзья, далее золото, дневной таймфрейм. Но золото у нас как субмарина залегло на дно 1800-1804. По сути, вот такие движения, они наиболее вероятно приводят к набору позиций и росту. 4-часовой таймфрейм по золоту в боковике. И поэтому сегодня наиболее вероятный сценарий по золоту движения 1804-1812. Вот. Если все-таки будет коротенький прокол, но при этом не будет пробито 1800-1797, все равно произойдет затяжка и движение в диапазоне на сегодня 1804-1812. Но с учетом того, что праздник, День Благодарения, я думаю, наиболее вероятно так и продолжится вот это движение. Хотя здесь, в общем-то, есть ряд сигналов, которые указывают на то, что может быть какой-то провал, но скорее всего этот провал будет откуплен и произойдет возврат вот в этот диапазон. Ключевой момент: если идет движение вниз и мы пробиваем вот этот лой, то есть 1797, то здесь наиболее вероятно развивается следующая часть понижательного движения золота 1750 и потом 1700. Такое возможно, но на текущий момент я бы эту ставку не делал, потому что действительно очень похоже на то, что оно здесь консолидируется. И подобные движения нередко приводят к отскоку, ну как минимум дохлой кошки. Так, друзья, далее евро-доллар. Ну смотрите, здесь у нас ситуация заключается в том, что оно консолидируется на хаях. Если не будет отката с пробитием 1,1880, то вот это накопление сегодня, ну поскольку как бы в Америке сокращенный день, наверное, основная часть событий будет перенесена на следующую неделю, то будет движение и задерг 1,2 цель. Российские юридические лица не ждут роста евро, они ждут, что евро пойдет вниз, возможно даже на 1,1854. Вот. Но опять же, это движение, оно возможно после пробития 1,1880. Я пока бы в наибольшей степени ориентировался на проторговку в диапазоне от 1,1885 до 1,1925. Так, ну и вот часовой таймфрейм указывает на то, что у нас здесь развивается движение, цель которого потестить 1,1941. В том случае, если сейчас будет коррекционный откат и пробитие 1,1908, в этой ситуации мы можем увидеть короткое движение, цель которого 1,1890, 1,1895. Так, друзья, дальше наш любимый доллар-рубль USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, что здесь примечательно. У нас, в общем-то, 75,5 выступила бетонной плитой, которая остановила укрепление рубля. Вот один день, это у нас был 24 ноября, соответственно, мы получили закрытие на 75,48, то есть ниже 75,5, но все остальные закрытия были выше 75,5. Это говорит о том, что не дают рублю укрепляться, и без существенного роста цен на нефть, ухода выше 50, наиболее вероятно мы в ближайшее время не увидим укрепление на 74,85 и далее. Поэтому здесь создаются все условия для того, чтобы либо мы сегодня торговались в боковике, соответственно этот боковик это 75,5, 76,15, вот, или же если все-таки нефть будет расти, мы тогда двигаемся вниз, пробиваем 75,5 и укрепляемся. Такой сценарий мне видится сейчас маловероятным. Скорее всего, вот этот боковик
И в случае пробоя 76.25 будет уход, цель которого 77.35. Вот это вот волшебное значение. Так, ну давайте посмотрим часовик. Здесь у нас достаточно ясно обозначено 75.75. Вот на открытии его пробой с высокой степенью вероятности сразу формирует движение, цель которой будет 76.05, 76.07. Вот сюда вот. В том случае, если на открытии будет пробой 75.6, 75.55, то мы можем краткосрочно сбегать. Цель движения будет потестить вот этот локальный лой 75.3. Такое возможно, но этот сценарий видится мне маловероятным. Скорее всего, все-таки движение будет наверх. Так, ну вот индекс RGBI, индекс OFZ, здесь достаточно такое идет напряженное движение, он проседает. Вот, ну и подобные пируэты, они на пользу рублю не идут. Вот здесь осталось немножко пробить 154, если такое пробитие будет, то рубль может очень сильно ослабнуть. Так, друзья, далее евро-рубль tomorrow. Юридические лица делают активную ставку на отскок и рост евро против рубля. Судя по соотношению позиций, они ожидают движения на 90,5, ну как минимум, вот сюда, вот в этот диапазон. Так, ну вот сразу часовой таймфрейм берем, евро-рубль. Вот у нас сразу на открытии, если пробой на объеме вот этого диапазона, то отсюда развивается движение, цель которого будет 90,5, потом 90,75. Если все-таки на открытии у нас пойдет коррекционный откат и пробитие 90,15, 90,1, то в этой ситуации наиболее вероятный сценарий будет движение на 90 либо на 89,9. Вот сюда вот в этот диапазон. Пока все-таки на ум в большей степени приходит движение на 90,5. Вот. Эту же гипотезу подтверждают ставки юридических лиц на укрепление евро к рублю. Так, далее фьючерс РТС. На дневке здесь разворотная формация. Прям вот напрашивается он отсюда по факту отработки цели 130. Сразу прям вот сходить на 126. Даже 125 850. Вот сюда вот. Но здесь примечательно то, что закрепление на текущих значениях выше уровня 130 тысяч приведет к тому, что будет пробой 131 500 и дальнейшая цель движения: первая 141 тысяча, вторая 150 тысяч. Вот по дневочке здесь произошел разворот. Если по нефти драйвер на рост закончился, то наиболее вероятно мы увидим отсюда просадку, и цель движения будет 125 600, 125 500. Но на 4-часовике, по сути, здесь вот произошел разворот. И если сегодня мы не получим движение наверх и пробои 131 500, то вот эта вся амплитуда, она придет к тому, что будет просадка и как минимум движение на 125 124 650. И пробой вот этого значения сразу приведет к молниеносному движению на 122 200 и потом, соответственно, уход после пробоя здесь в диапазон 116 тысяч. На текущий момент все-таки сложилась такая картина, что наиболее вероятен какой-то коррекционный откат, ну хотя бы на 127 тысяч, 126 500. Вот. Опять же, рост может быть задерг. Юридические лица делают ставку на то, что сегодня по РТС будет боковик. Если рассматривать движение на открытие, то если на открытие будет пробой 129 650, мы сразу увидим движение в диапазон 129 тысяч, 128 200. Вот сюда вот. Если такого пробоя не будет, то мы в первой половине дня, скорее всего, будем консолидироваться. Диапазон движения будет от 129 600 до 130 тысяч, 131 тысячу, вот сюда, вот в этом диапазоне. Вот, но все-таки, как-то мне кажется, должно быть движение здесь какое-то вниз. Хотя бы вот куда-то сюда. Все, друзья, спасибо за внимание.